Здравствуйте, я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня хочу предложить вам очень интересный рецепт необычайно вкусных бутербродов, а-ля бургеры так называемые. Только в моем варианте булочка уж не такая высокая и пышная, как в классических бургерах и прочем фастфуде, но невероятно нежная и вкусная, а самое главное, очень полезная, без содержания вообще какой-либо муки. А за КБЖУ данного бутерброда, я думаю, вообще можно простить ему не совсем привлекательный вид. Если приготовить данный бутерброд дома и из натуральных свежих продуктов, то фастфуд превратится не только во вкусную, но еще и полезную еду. Это отличное решение для вечернего перекуса или просмотра какого-нибудь фильма. После такого бутерброда долго будет чувство сытости, а на фигуре это вообще никак не отразится, в отличие от обычного вредного фастфуда. Итак, начнем приготовление. Вот ингредиенты, которые нам понадобятся для данного рецепта. Для булочек нам понадобятся куриные яйца, сметана у меня жирностью 28%, яблочный уксус, семена кунжута по вкусу и щепотка морской соли. Все граммы у меня указаны под видео. Для начинки мы будем использовать свинину, у меня корейка, куриное филе, репчатый лук, свежий чеснок, помидор, крымский лук, красный лук, твердый сыр, домашний майонез, томатная паста без сахара, листья салата, специи, морская соль по вкусу. У меня черный перец, сушеный чеснок и копченая паприка. Итак, начнем приготовление. Для начала займемся основой для наших булочек. Белки нужно отделить от желтков, это важно. Если хоть какая-то часть желтков попадет в белок, они могут просто не взбиться. И в глубокой емкости соединяем белки с щепоткой соли, выливаем туда яблочный уксус и начинаем взбивать до появления устойчивых пиков. Желтки соединяем со сметаной и перемешиваем сначала ложечкой, а потом для удобства можно взять электрический венчик, тогда получится более однородная консистенция. После того, как все взбили, постепенно небольшими порциями вводим желтки со сметаной в белки в 2 захода или в 3, как получится. Все тщательно перемешиваем. Можно для этого также использовать силиконовую лопаточку, тоже будет удобно мешать. Далее ложкой выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, и формируем что-то похожее на лепешки. Сверху присыпаем семенами кунжута и ставим в предварительно разогретую духовку минут на 20-30. Тут уже нужно ориентироваться по своей духовке. Мы же, пока запекаются лепешки, не будем терять время и приступим к приготовлению котлет. Для начала нарежем куриное филе и свинину на порционные кусочки, чтобы было удобно пропустить через мясорубку.
Также нарезаем репчатый лук и вместе с чесноком отправляем его в мясорубку. Ну вот и все, наш фарш готов. Теперь добавляем в него специи. У меня это морская соль, сушеный чеснок и копченая паприка. Немного молотого черного перца. Вы можете добавить свои любимые специи. Все тщательно перемешиваем. Формируем котлетки и выкладываем их в гриль, застеленный пергаментной бумагой. Так как у меня панели не снимаются, так удобнее. Если у вас нет гриля, можно использовать обычную сковородку-гриль или обычную сковородку. Кому как нравится. Можно запечь в духовке эти котлетки. А пока жарятся котлетки и выпекаются лепешки, подготовим остальную начинку. Твердый сыр нарежем тонкими ломтиками. Красный крымский лук кольцами. А тем временем наши лепешки уже можно доставать из духовки, они полностью готовы. И котлеты тоже готовы. Посмотрите, какие они сочные и красивые получились. И теперь можно приступать к сборке наших бутербродов. Томатную пасту и майонез перемешиваем. В томатную пасту я всегда добавляю сахарозаменитель и свои любимые специи, чтобы она больше напоминала кетчуп. Берем одну лепешку, смазываем ее смесью томатной пасты и домашнего майонеза. Далее на нее выкладываем листик салата. На салат выкладываем кольца красного лука. На лук выкладываем горячую котлету гриль, потому что сверху будем класть сыр, и если котлета будет горячей, сыр немного расплавится, что будет очень вкусно. Далее на сыр будем выкладывать помидоры, порезанные кольцами. Так как в помидорах содержится побольше углеводов, то злоупотреблять ими не стоит, поэтому ограничимся 2 колечками. Бутерброд собран, накрываем его второй лепешкой с кунжутом. Вот и все готово, подаем к столу и наслаждаемся этим сытным и полезным сэндвичем. Всем приятного аппетита, кушайте с удовольствием, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вам не сложно, а мне будет очень приятно. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!